Шикарнейшая, а самое главное, супер простая салфетка для сервировки стола крючком. И в этом мастер-классе я покажу, как вязать каждую петлю. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Все видео данного мастер-класса вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Для вязания этой салфетки я использовал вот такой хлопковый шнурок. Это стопроцентный хлопок в 100 граммах 150 метров. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей, которая вам нравится. Главное, чтобы это был стопроцентный хлопок. Потому что хлопок после блокировки лучше держит форму. И я использовал крючок 3 мм. И в диаметре такая салфетка у меня получилась 38 сантиметров. Салфетка вяжется очень быстро, в ней всего лишь 18 рядов. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую. Как я это делаю, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую нить и вытаскиваем ее сюда. У нас здесь образуется вот такая петля. Теперь цепляем уже рабочую нить. Вот так у нас сейчас на крючке получается 2 петли. Мы их пальцем придерживаем, а другие пальцы из кольца вытаскиваем аккуратно, чтобы у нас ничего не развалилось. И теперь мы держим уже нить и наше кольцо. И теперь протягиваем эту нить в петлю и вот так затягиваем. Все, вот получилось наше кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 14 столбиков с одним накидом и между всеми столбиками по одной воздушной петле. Первый столбик заменяем 3 воздушными петлями подъема, но здесь вот у нас уже такая одна петелька есть. Я провяжу еще 2 воздушные петли подъема. Это у меня получился первый столбик с одним накидом. Теперь еще одна воздушная петля, это уже у меня будет как арка. И теперь выполняем накид и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид, опять в кольцо, столбик с одним накидом. Одна воздушная, столбик с одним накидом, опять в кольцо. И таким образом нам нужно провязать всего вместе с воздушными петлями подъема 14 столбиков с одним накидом. Вот я провязал уже 4, нужно еще 10 столбиков. И между всеми столбиками выполняем по одной воздушной петле. Итак, вот я провязал 14 столбиков с накидом в кольцо вместе с воздушными петлями. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И везде по одной воздушной между ними. После последнего столбика я также сделал одну воздушную петлю. И теперь за вот этот хвостик, который у нас там болтается, мы за него тянем и замыкаем вот эти все столбики вместе. Но у меня так получилось, что здесь они уже и так вместе. Но немножечко мы вот так аккуратно тянем за эту нить, за этот хвостик и замыкаем столбики вместе. Чересчур сильно не перетяните, чтобы у нас вся работа волнами не пошла. Вот так этого будет достаточно. И пусть он там, этот хвостик, болтается, его потом можно будет под петлями, под столбиками спрятать и обрезать кусочек. И теперь выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. То есть вот у нас был уже второй столбик. То есть вот эта одна воздушная петля, это у нас была арка. И вот это получается третья. Я в нее вставляю крючок и провязываю соединительную петлю. Все. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Нам сейчас нужно провязать 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вот в этот в первый столбик и в арку одной воздушной петли. Я выполняю 2 воздушные петли подъема, как столбик с одним накидом не завершенный. Теперь, то есть вот у меня получился столбик в столбик.
в воздушные петли подъема предыдущего ряда. Теперь выполняем накид. И уже в следующую арку, сразу которая идет из одной воздушной петли, вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Вот так мы как будто провязали 2 столбика незавершенные. И теперь общая вершина. Вот так. То есть 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. 2 воздушные петли. Раз, два. И теперь накид. В следующий столбик вставляем крючок. Провязываем столбик с одним накидом не до конца. Вот так у нас 2 петли на крючке, накид. И теперь в следующую арку также столбик с одним накидом не до конца. У нас 3 петли получается, и мы их вместе провязываем. Вот так, то есть 2 столбика с общей вершиной. Опять 2 воздушные петли. Накид. В следующий столбик также столбик с одним накидом незавершенный, накид. Сразу же в следующую арку также столбик с одним накидом незавершенный. У нас 3 петли, и мы их вместе провязываем. И опять 2 воздушные. Раз, два. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали второй ряд до конца. Выполнили здесь последние 2 столбика с общей вершиной, 2 воздушные петли. И соединяемся с первой вот этой нашей группой столбиков. То есть вот они петли, столбик. И вот здесь верхняя петля, вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. И так на протяжении практически всей работы мы будем соединяться просто с первым столбиком соединительной петлей. Я больше к этому моменту возвращаться не буду. Если вдруг что изменится, то я обязательно вернусь и покажу. А сейчас, если по завершении работы у вас немножечко начинает вот как будто бы фалдить, то есть у меня она тоже кажется, что здесь много лишних столбиков. То есть если у вас она начинает вот так немножечко идти волной, ничего страшного. А на первые несколько рядов у нас будет немножко фалдить. Вот у меня уже готова одна салфетка, я ее еще не блокировал, то есть вот я ее только что просто связал. И как видите, она у меня здесь совершенно ровная, то есть уже ничего не фалдит. Но в начале она у меня, да, тоже немножко фалдила. Теперь приступаем к третьему ряду. То же самое сейчас выполняем 2 столбика с общей вершиной, 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом незавершенный, накид, и сразу же в следующую арку провязываем столбик с одним накидом незавершенный. 2 петли провязываем вместе, то есть выполнили 2 столбика с общей вершиной. Теперь в эту же арку мы провязываем еще один столбик с одним накидом. Накид. И выполняем столбик с одним накидом. Вот, то есть провязали 2 столбика с общей вершиной и столбик. Теперь 2 воздушные петли, накид, и в следующий столбик и в следующую арку провязываем 2 столбика с общей вершиной. Первый незавершенный, накид, в арку незавершенный, 3 петли провязываем вместе, накид, и сюда же в эту же арку провязываем столбик с одним накидом. Вот так. 2 воздушные. И опять у нас идет накид. В следующую группу столбиков провязываем столбик незавершенный, накид. Сразу в следующую арку незавершенный, 3 петли провязываем вместе, и столбик с накидом добавляется у нас. Все, затем 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Четвертый ряд. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом незавершенный, накид, столбик с одним накидом незавершенный уже в следующий столбик. И теперь в следующую арку сразу же мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. То есть вот так у нас получается 2 столбика с общей вершиной и 2 столбика в арку. Теперь 2 воздушные петли, накид, в вершину следующей группы столбиков и в следующий столбик мы провязываем 2 столбика с общей вершиной. Первый незавершенный, второй столбик незавершенный, 3 петли провязываем вместе,
И в следующую арку 2 столбика с одним накидом. Раз, два. 2 воздушные петли. И опять у нас раппорт уже повторяется. То есть у нас здесь идет 2 столбика с общей вершиной и 2 столбика в арку. И между вот такими группами столбиков по 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 4-й ряд до конца. Также в вершину первой нашей убавки вот этих столбиков с общей вершиной соединились с соединительной петлей. И как видно, наша работа уже совершенно ровная. То есть она не фалдит, не стягивает. То есть у нас здесь все ровно. 5-й ряд. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, не завершенный. Накид. Столбик с одним накидом, не завершенный. Уже в следующий столбик, то есть вот мы здесь в убавке в этой, с общей вершиной столбики. В следующий провязываем столбик с одним накидом, не завершенный. 2 петли вместе, то есть опять мы делаем убавку всегда здесь в начале. Теперь провязываем столбик с одним накидом в следующий столбик. И в следующую арку, так же как и в предыдущем ряду, 2 столбика с одним накидом. То есть у нас в каждом ряду прибавляется, получается, по столбику. Вот так. То есть раньше у нас здесь был просто столбик, потом здесь убавка, потом убавка 1 столбик, убавка 2 столбика. Теперь убавка уже 3 столбика. 2 воздушные. Накид, в вершину следующей убавки и следующего столбика провязываем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Или убавка. 3 петли вместе. Затем столбик с одним накидом в следующий столбик. И 2 столбика в следующую арку. Две воздушные, и у нас опять раппорт повторяется. Мы выполняем здесь 2 столбика с общей вершиной, потом 1 столбик и еще 2 столбика в арку, и опять 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. 6-й ряд. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом не завершенный, столбик с одним накидом не завершенный, в следующий столбик. У нас получается убавка. Теперь выполняем следующие 2 столбика по одному. Раз. Два. И сразу в следующую арку 2 столбика с одним накидом. Раз. Два. 2 воздушные петли. И у нас опять раппорт повторяется. Мы выполняем убавку сначала в вершину убавки предыдущего ряда и в следующий столбик. 3 петли вместе. Затем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков в этом ряду у нас получается. И 2 столбика уже сразу же в следующую арку. Затем опять 2 воздушные петли. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 7-й ряд. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом не завершенный, накид, столбик с одним накидом не завершенный в следующий столбик. То есть здесь у нас все то же самое. Мы выполняем убавку, затем выполняем 1, 2, 3 столбика с одним накидом подряд. 1, 2, 3. И затем в следующую арку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 2 воздушные. И у нас опять раппорт повторяется. Мы здесь выполняем убавку в вершины убавки предыдущего ряда и следующего столбика. 3 петли провязываем вместе. Затем у нас идет 1, 2, 3 столбика с одним накидом. 2 столбика с одним накидом в арку и 2 воздушные петли, разделение между этими группами столбиков. Вяжем таким образом ряд до конца. 8-й ряд. 2 воздушные петли подъема,
Как первый столбик с одним накидом незавершенный, столбик с одним накидом незавершенный в следующий столбик. Выполнили первую убавку, затем провязываем 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом подряд. 1, 2, 3 и 4. И в следующую арку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Две воздушные. И у нас уже опять раппорт повторяется. Выполняем убавку, затем 4 столбика и затем 2 столбика в арку и 2 воздушные петли. Все, провязываем таким образом ряд до конца, а со следующего ряда у нас уже начнутся изменения. 9 ряд. 1 воздушная петля подъема. И сюда же в вершину вот этой нашей убавки мы провязываем столбик без накида. Затем выполняем столбик без накида в каждый из следующих 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. То есть вместе с первым получится у нас 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перед нами арка 2 воздушных петель, мы в нее провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Затем здесь уже провязываем опять все вот эти столбики, то есть у нас получается их 7 столбиков. Вот вершина убавки 1, и здесь 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В вершину убавки столбика 1. Следующий столбик 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перед нами арка 2 петель, в нее провязываем 2 столбика. 1 и 2. Все, и затем у нас опять раппорт повторяется. То есть вот что у нас здесь получается. Вяжем таким образом до конца. Итак, провязали 9 ряд до конца, выполнили последние 2 столбика без накида в арку. И теперь нам нужно соединиться с первым столбиком без накида, но только за переднюю петлю. Заднюю петлю я отмечу маркером. Вот так, то есть вот он, наш самый первый столбик без накида. Вот она, задняя петля и передняя петля. И вот эту заднюю петлю я отмечу маркером, просто чтобы для удобства его запомнить. Но отмечать не обязательно, просто запомните, что там есть эта задняя петля. А мы сейчас соединяемся просто только за переднюю петлю. Вставляем крючок вот так снизу за переднюю петлю этого столбика, самого первого, и провязываем соединительную. Все. Вот таким образом наш 9 ряд завершен. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!